небольшом городке жил полицейский по имени Алекс и его верный друг, служебная собака по кличке Рекс. Рекс был не просто собакой, он стал частью семьи Алекса, всегда находясь рядом в трудные и радостные моменты. Однако в последнее время Алекс заметил, что Рекс стал безразличным и не проявлял желания гулять. Это беспокоило Алекса, и он решил отвезти Рекса к ветеринару. Ветеринар провел осмотр и не нашел никаких физических проблем. Возможно, ему просто нужно больше внимания и активности, предположил врач. Алекс вернулся домой с надеждой, что все наладится. Он решил взять Рекса на прогулку в лес, надеясь, что свежий воздух и природа поднимут его настроение. Во время прогулки Рекс вдруг остановился у одного из деревьев, начал нервно обнюхивать землю и поднимать лапу. Алекс, заинтересованный поведением своего друга, начал осматривать окрестности и вскоре наткнулся на старый мешок, частично закопанный в землю. Внутри находились личные вещи, фотографии, документы и какие-то странные записки. Алекс ощутил, как его сердце забилось быстрее. Он вспомнил о пропавших людях, о которых говорили в новостях. Решив, что это может быть важно, Алекс обратился за помощью к своему бывшему коллеге Максиму, который имел опыт в расследованиях. Когда Максим увидел предметы, его лицо изменилось. Он заметил знакомые лица на фотографиях и вспомнил о нескольких пропавших без вести. «Это может быть связано с исчезновениями», — сказал он, и Алекс почувствовал, как тревога нарастает. Друзья решили обратиться к их общей знакомой Анне, которая работала частным детективом. Она изучила находки и подтвердила, что это может быть похищение или что-то гораздо хуже. Они решили повторно посетить место находки, чтобы попытаться найти больше улик. Вернувшись в лес, Алекс, Максим и Анна снова начали искать. Вскоре они наткнулись на железный ящик, который был скрыт под корнями дерева. Открыв его, они нашли еще больше личных вещей и дневник Лары Хопкинс, в котором она описывала свой страх перед преследователем. Также они нашли имя Эдварда Миллера, которое показалось им знакомым. Алекс, Максим и Анна решили отправиться к дому Эдварда Миллера, надеясь найти дополнительные улики. В подвале они обнаружили фотографии и личные вещи Лары, что подтвердило их подозрения. Рекс, чувствовавший напряжение, вдруг начал настойчиво указывать на скрытую дверь в полу. Это было неожиданно, и Алекс с Максимом осторожно открыли дверной проем. Они спустились в подвал и начали исследовать его. В одной из комнат они нашли металлический стул, укрепленный цепями, и следы, которые явно принадлежали Ларе. В углу комнаты Алекс заметил металлический контейнер с новыми посланиями Лары, в которых она описывала свои страхи и надежды на спасение. Анна поняла, что им нужно сообщить властям, несмотря на риск. Анна и ее команда установили ночное дежурство, чтобы следить за домом Эдварда. Ночью они столкнулись с нападением, но смогли укрыться в заброшенной хижине неподалеку. В панике они передали улики капитану Родригесу, который организовал охрану и подготовил операцию по задержанию Эдварда. Капитан сообщил, что Эдвард Миллер подозревается в многочисленных исчезновениях. Внезапно Эдвард попытался проникнуть в дом, но его задержали полицейские. Алекс, Максим и Анна наблюдали, как их усилия принесли плоды. Эдварда арестовали, и вскоре история Лары Хопкинс, наконец, подошла к своему завершению. Алекс, Максим и Анна почувствовали облегчение, зная, что они смогли помочь и раскрыть тайну, которая долгое время оставалась неразгаданной. Рекс, вернувшийся к своему прежнему состоянию, радостно виляя хвостом, снова стал верным другом и защитником. Они знали, что вместе могут справиться с любыми трудностями. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.